В этом видео посмотрим, как можно очень быстро, буквально в пару кликов, удалить задний фон у фотографии или заменить задний фон. И будем мы это делать при помощи приложения Bazart. Как мы видим, миллион скачиваний, оценка 4,8. Хорошее приложение, много функций, но мы посмотрим именно удаление заднего фона. Откроем приложение. Здесь есть шаблончики, но я думаю, что это приложение заслуживает отдельного обзора. А мы сразу же перейдем к удалению фона. Для этого мы нажимаем плюсик. Предлагают нам выбрать начать с нуля или начать с фотографии. Мы начнем с фотографии, потому что мы будем у фотографии задний фон убирать. И давайте посмотрим. Я скачала несколько фотографий. Вот фотографии на однотонном фоне и фотографии на пестром фоне. И посмотрим, как оно справляется с задачей. Вот, например, выберем такую фотографию. Внизу в нижней панельке есть такая кнопочка, называется «Убрать фон». Нажимаем. Фотография обрабатывается, как видите, фон удалился. Но мы видим, что вместе с фоном удалились некоторые части девушки, что нам совсем не нужно. Поэтому здесь есть еще функция эластик. И здесь два инструмента: стереть и восстановить. В данном случае нам нужно восстановить. И мы проведем здесь, вернем девушке ногу и поправим. Нажмем еще стереть, и здесь выровняем. Еще раз восстановить, чтобы здесь была более четкая граница. И видим, что волосы не совсем четко вырезала. Но здесь уже, смотрите, или вручную надо все это делать. Но, насколько вы знаете, волосы — это самый сложный объект для вырезания. Размеры кисточки и резинки можно регулировать, делать больше-меньше. После некоторых манипуляций вот видим, что получилось. Теперь мы можем эту фотографию либо скачать, либо заменить фон. Для того, чтобы скачать, нажимаем вверху стрелочку. Но давайте посмотрим, как можно заменить фон. Для этого мы нажимаем плюсик слева. И здесь нам предлагаются разные инструменты. Фотографии, текст, графика. Мы выбираем фон. И сама программа нам предлагает либо разноцветные цвета. Как видите, если мы выбираем светлый фон, то артефакты на волосах не так заметны. А если же мы выбираем темный фон, то сразу видно, насколько оно не совсем качественно вырезалось. Но в принципе я именно этого и ожидала, потому что качественно вырезать можно, наверное, только в фотошопе вручную, а пока что программы с этим не справляются. Но, как видите, на светлом фоне выглядит довольно неплохо. Так, допустим, так мы заменили фон, можем скачать эту фотографию. Давайте попробуем еще какую-то другую фотографию. Заходим в проект, нажимаем «Создать», выберем другую фотографию, например, вот с таким сложным фоном, вот с листьями. И снова нажимаем «Убрать фон». Как видим, довольно неплохо вырезала. Если взять фотографию на более-менее не такую сложную, вот, например, здесь четкий контур. Здесь, например, очень четкий контур фотографии и фон однородный. Здесь должно вырезать качественно. Ну и видим, что вот на таких фотографиях вырезают очень хорошо. Но какой можно сделать вердикт? Что приложение, в принципе, со своей функцией справляется, но все зависит от исходной фотографии. Если исходная фотография на контрастном и однотонном фоне, то вырезает качественно. Если же фон неоднородный и фотография сложная, например, с прической, с волосами, то вырезает не очень хорошо.
Ну, как бы для серьезного дизайна это, наверное, не подойдет, а для создания дизайна в социальных сетях вполне себе нормальный редактор. Надеюсь, что видео было полезно. Ставьте лайки, пишите комментарии. И, наверное, в следующем видео разберем уже более подробно это приложение Базарт.